Всем известно, что железная дорога – это зона повышенной опасности. Сегодня покажу вам шокирующие моменты с поездами, снятые на камеру, от которых отвисает челюсть. Вы готовы? Тогда поехали. Днем 7 декабря 2024 года в России, в городе Лабинск Краснодарского края, случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. Молодой человек 19 лет, управлявший автомобилем марки «Лада ВАЗ-2110», выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд, когда к нему приближался поезд. Несмотря на попытки машиниста остановить состав, столкновение оказалось неизбежным. Инцидент был зафиксирован на камеру. Пресс-служба МВД Кубани сообщила, что в результате происшествия травмы получили 3 человека – водитель и 2 пассажирки автомобиля возрастом 23 и 16 лет. Всех пострадавших оперативно госпитализировали для оказания медицинской помощи. Как стало известно, молодой человек, находившийся за рулем, получил водительское удостоверение всего лишь год назад. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте подтвердило начало проверки по данному инциденту. 9 января 2022 года в Лос-Анджелесе, США, произошло ошеломляющее событие. Легкий самолет модели Cessna 172 совершил аварийную посадку прямо на железнодорожных путях неподалеку от аэропорта Уайтмен. Едва пилот успел приземлиться, как на самолет налетел грузовой поезд, которому не хватило времени для торможения. Полиция, патрулировавшая этот район, быстро прибыла на место происшествия и начала спасательную операцию. Благодаря оперативным и уверенным действиям офицеров, пилот был вытащен из самолета буквально за мгновение до удара поезда. Видеозаписи с нагрудных камер полицейских запечатлели всю напряженность момента. Обломки самолета разлетались вокруг, едва не задевая случайных прохожих. Предварительные данные указывают на то, что причиной инцидента стал сбой в работе двигателя. Этот случай стал наглядной демонстрацией мужества и профессионализма сотрудников полиции, а также напоминанием о необходимости строгого соблюдения мер безопасности как в небе, так и на земле. Трагический инцидент произошел в Нижнем Новгороде, Россия, когда мотоциклист предпринял попытку пересечь железнодорожный переезд перед приближающимся поездом, но не успел завершить маневр. Местный житель, которому было 65 лет, несмотря на горящий красный сигнал светофора и закрытый шлагбаум, решил проехать через пешеходный переход. Свидетели происшествия сообщили, что звук приближающегося поезда был громким и отчетливым. Причины, побудившие опытного водителя рискнуть жизнью, остаются неизвестными. Возможно, он не заметил поезд из-за стоящей рядом постройки, либо надеялся успеть проскочить. К сожалению, эта попытка обернулась фатальными последствиями, и мужчину спасти не удалось. Момент ужасающего лобового столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции был зафиксирован камерами видеонаблюдения. В этой трагедии погибло 36 человек, еще около 80 получили ранения. На видеозаписях видно, что оба поезда оказались на одной колее и не имели возможности предотвратить столкновение. После удара вагоны мгновенно вспыхнули. Скорость обоих составов составляла примерно 103 мили в час. Трагедия произошла вечером 28 февраля 2024 года. Пассажирский поезд, следовавший из Салоник, столкнулся с грузовым составом, в результате чего несколько вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов и возник сильный пожар. Причиной катастрофы могла стать неисправность системы оповещения на железной дороге. Вероятно, машинисты попросту не были осведомлены о том, что движутся навстречу друг другу по одной и той же линии. После произошедшего был задержан начальник железнодорожной станции, вблизи которой случилась авария. 29 июля 2024 года произошло серьезное происшествие на железной дороге в Волгоградской области, Россия. Пассажирский поезд столкнулся с КАМАЗом на нерегулируемом переезде около станции Котельниково. По словам очевидцев, водитель грузовика пытался проскочить перед поездом, но не успел. В результате аварии несколько вагонов поезда перевернулись. 26 марта 2021 года в Египте произошло столкновение поездов в районе города Тахта в провинции Сохаг.
Инцидент случился при относительно небольшой скорости, однако два вагона были полностью разрушены, а третий оказался перевернутым. Момент столкновения был зафиксирован на видео, которое позже опубликовали местные средства массовой информации. На кадрах видны сильно поврежденные вагоны, а очевидцы пытаются оказать первую помощь пострадавшим. Министерство здравоохранения Египта тогда сообщало, что число пострадавших в результате аварии возросло до 108 человек. Причиной инцидента стало вмешательство посторонних лиц, которые привели в действие стоп-кран одного из поездов, вследствие чего он остановился, а другой, двигавшийся в том же направлении, врезался в него. Не менее шокирующими выглядят кадры изнутри поезда. Окровавленных людей своими силами извлекают из вагонов, несколько раненых сидят на земле возле железнодорожных путей и ждут помощи. Людей невозможно спасти, это ужасно. Там остались дети. Нам нужен кран, чтобы поднять вагоны, но его до сих пор нет. Мы не можем спасти даже тех, кто остался в живых и сейчас истекает кровью. Эмоционально рассказал свидетель крушения на видео. Все вокруг в крови. Спасите нас. О боже, там моя дочь, моя мать. Слышны на видео голоса пострадавших. Президент Египта Абдул-Фаттах Саид Хусейн Халил ас-Сиси заявил, что все виновные в этой трагедии будут наказаны без промедления, и выразил соболезнования семьям погибших. Пассажиры засняли на видео последствия столкновения двух поездов на станции Бердауш в Челябинской области, Россия. Запись показывает масштаб разрушений, повсюду искореженные вагоны и горы металла. Авария произошла 12 февраля 2024 года. Ликвидацией последствий занимались 250 человек. Из-за инцидента пассажиры вынуждены были провести ночь на вокзале. Было установлено, что машинист, нарушивший правила и въехавший на запрещающий сигнал светофора, находился в состоянии алкогольного опьянения. Думаю, что одним увольнением тут не обошлось. Восточно-индийский штат Одиша стал местом чрезвычайного происшествия 3 июня 2024 года. Катастрофа произошла из-за схода нескольких вагонов пассажирского поезда с рельсов, что привело к столкновению трех составов. Коромандел Экспресс, курсирующий между Калькуттой в Западной Бенгалии и Ченнаем в Тамилнаде, двигался со скоростью около 81 мили в час. В 19 часов он столкнулся с неподвижным грузовым поездом, что вызвало сход последнего с рельсов. Затем вагоны грузового состава врезались в два вагона скоростного экспресса Хаура, следующего в обратном направлении. В итоге от 10 до 12 вагонов сошли с рельсов, и обломки некоторых из них упали на соседние пути. Это привело к попаданию под другой пассажирский поезд, идущий в противоположном направлении, в результате чего до 3 вагонов второго поезда тоже сошли с рельсов. В результате крушения погибли не менее 288 человек, и более 900 получили ранения. По мнению властей, это крупнейшая авария в Индии за последние 20 лет. 30 октября 2023 года в интернете появились кадры с места столкновения двух пассажирских поездов в Индии, в результате которого погибли минимум 14 человек. Причиной аварии, произошедшей в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке страны, стала ошибка человека. Количество пострадавших в результате столкновения превысило 50 человек. Согласно сообщениям СМИ, машинист не заметил зеленый сигнал светофора и не начал движение своего состава, что привело к столкновению со следующим за ним скорым поездом. В результате происшествия 3 вагона с пассажирами сошли с рельсов, что привело к большому количеству пострадавших и погибших. В Амурской области, Россия, 17 июля 2021 года произошло лобовое столкновение двух грузовых поездов. Последствия аварии были зафиксированы на видео. Кадры показывают, насколько мощной была авария. Вагоны буквально рассыпались на куски. Видны обугленные фрагменты локомотива, из которых поднимается пар. Авария случилась на 51-м километре от станции Верхний Улак на участке железной дороги Улак-Эльга. Столкновение произошло на путях необщего пользования. В результате погибли 2 человека, еще 2 получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта. 18 июля 2017 года в сети появилось видео, снятое очевидцами,
на котором видно, как пассажирский поезд сталкивается с застрявшим на железнодорожных путях УАЗиком. Инцидент произошел в России неподалеку от поселка Ильинский в Краснодарском крае. Водитель, видимо, хотел сократить путь, но его автомобиль не смог преодолеть рельсы. Попытки освободить машину оказались тщетными. Сам владелец транспортного средства успел покинуть салон в последнюю секунду. Машинист заметил преграду слишком поздно. В результате столкновения от внедорожника осталась лишь куча искореженного металла. То, что в этом происшествии никто не пострадал, многие считают настоящим чудом. Эта страшная железнодорожная катастрофа произошла недалеко от вокзала города Сантьяго-де-Компостела в Галисии на северо-западе Испании. В интернете была опубликована запись с камеры видеонаблюдения, показывающая момент крушения поезда 29 июля 2013 года. На видео видно, как поезд, мчащийся на большой скорости, не справился с поворотом и врезался в бетонную стену, ограждающую железнодорожные пути. Вагоны столкнулись друг с другом, перевернулись и превратились в кучу искореженного металла, причиняя увечья и погребая под собой пассажиров. В результате катастрофы погибли 78 человек, 143 получили ранения. Основной версией причины катастрофы считается значительное превышение допустимой скорости машинистом – более 93 миль в час. По данным СМИ, сразу после аварии машинист сообщил, что если в результате инцидента есть жертвы, то это лежит на его совести. На видео зафиксировано столкновение электропоезда «Ласточка» с автомобилем на железнодорожном переезде под Гатчиной в Ленинградской области, Россия. Запись показывает, как автомобиль въезжает на переезд, хотя у водителя не было препятствий для того, чтобы не заметить приближающийся поезд. Переезд был оборудован регулировочными устройствами. Сообщается, что машинист применил экстренное торможение, однако времени и дистанции для полной остановки поезда оказалось недостаточно. Во Владимирской области, Россия, произошло крушение грузового состава, свидетелями которого стали два путейца, не успевшие закончить ремонт стрелки. Тепловизионная камера зафиксировала момент схода с рельсов 35 вагонов, перевозивших горюче-смазочные материалы. В результате катастрофы погиб один человек, были повреждены две колеи, а мазут из 6 цистерн разлился на площади 2,5 акра. Происшествие случилось 16 ноября 2020 года в районе станции Новки-1, где двое электромехаников занимались устранением люфта вертикального болта шарнира ГУКа, не поставив в известность дежурного и руководства. Движение, вопреки инструкции, не было перекрыто, и путейцы не успели завершить работу до появления поезда. На кадрах видно, как рабочие отходят в сторону, пропуская состав, но когда локомотив пересек опасный участок, сработала стрелка, переведя вагоны на другой путь. В результате первые 35 из 64 вагонов упали на землю, 6 цистерн получили повреждения, и мазут распространился на площади 134,5 квадратных фута. На восстановление железнодорожного полотна потребовалось 1,5 дня. Погибшим оказался 51-летний рабочий, ставший свидетелем крушения. Чешская полиция опубликовала кадры серьезного происшествия, произошедшего 19 октября 2023 года в Оломоуц, находящемся в восточной части страны. 65-летний польский дальнобойщик, управлявший фурой, попытался пересечь железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, но не успел завершить маневр. Пассажирский поезд, следовавший из города Велька-Бистерса на главный вокзал Оломоуца, разрезал грузовик пополам. Тягач отбросило на одну сторону железнодорожных путей, а полуприцеп остался на другой стороне. Сразу после столкновения грузовик, перевозивший мебельные детали, загорелся. Огонь также охватил стоящую на переезде легковую машину и несколько вагонов поезда. По данным правоохранительных органов, пострадали 8 человек: водитель грузовика, машинист и 6 из 30 пассажиров поезда. Дальнобойщику было предъявлено обвинение в создании общественной опасности по неосторожности. Все эти случаи служат важным напоминанием всем нам о необходимости строго следовать правилам дорожного движения на железнодорожных переездах. Несоблюдение этих простых норм может привести к непоправимым последствиям. А у меня, друзья, есть для вас интересное предложение.
У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. На сегодня это все. До скорой встречи!